Всех приветствую на своем канале, рад, что вы смотрите, спасибо большое, продвигайте это видео, пересылайте друзьям. Ну, а нас ждет такое мини-путешествие, которое у нас родилось буквально спонтанно. Вы знаете, что самые лучшие путешествия — это те, которые не планируешь. Вот, собственно, у нас такое получилось. Едем мы в интересное место, расскажу о нем чуть позже. Оставайтесь с нами и, конечно же, подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Буду очень рад новым подписчикам. Как вы уже догадались, мы приехали на море, причем приехали дикарями, спонтанно. Посмотрим, что получится. Для ночлега мы выбрали вот такую вот локацию в лесу, при дороге. Она абсолютно бесплатная и находится где-то около километра от моря. Запомните эту локацию, мы к ней вернемся еще чуть позже, расскажу за нее несколько интересных фактов. Друзья, как известно, может не все знают, я сам родился на море и, живя в Катовицах, это более такой район гор, равнин польских. Естественно, меня тянет на море, потому что душой я оттуда. На речку. У поляков есть такой прикол на пляже. Они строят такие заграждения, как маленькие мини-домики. Кто с детьми особенно. Выглядит это следующим образом. Сколько приходилось бывать на разных морях, видел многое, всякое разное, но вот такого, чтобы трактор ехал по пляжу, я вижу впервые. Итак, у нас Балтийское море, имеет второе название, даже не второе, а древнее название, это Варяжское. Достаточно холодное море, вот сейчас середина августа и температура воды 18 градусов. Чистый белый просеянный песок мелкий. Море само является не такое уж глубокое по меркам всех морей, да? Средняя глубина 50 метров. Достаточно спокойное, без волн в среднем. Сегодня это тоже подтверждает. За моей спиной находится Гданьск, где-то приблизительно в 50 километрах в той стороне. И в противоположной стороне Калининград и российская граница, приблизительно 30-40 километров. Вдоль пляжа тянется вот такой вот сосновый бор. И протяженность порядка 2 километров вглубь, и тоже сосновый бор, где можно покататься на велосипедах и погулять пешими прогулками. Данная локация находится недалеко от поселка Шутово и
мне подсказывает мой помощник, Штутова. И ссылочку оставлю в описании. Балтийское море богато следующими рыбами. Корюшка, треска, камбала, мне подсказывает моя помощница. Бычок, что там еще есть? Шпроты, прямо в банках плавают. Лосось морской тоже есть. Очень много. Очень много, говорит она. Еще один интересный момент. Поляки достаточно организованы на море, потому что все они с зонтиками, с вот этими ограждениями, которые почти у каждой семьи есть. На самом деле очень удобно. И вот наш вариант с постилочкой, как мы привыкли, наверное, нас реально выдает. Окунаемся. Ну так, 18 градусов дают о себе знать, капец как. Сейчас бы в баньку. Эх. Я, кажется, понял. Это идеальное море для тех, кто любит выпить на пляже и сразу восстановить самочувствие. Потому что вода реально такая холодная. Это просто не передать словами. И, как и обещал, вернемся к комплексу Бурштинова. Дело в том, что мы решили посмотреть свободные даты, и нам было интересно, сколько лет стоят подобные апартаменты. И, к нашему удивлению, реально мы до Нового года ничего не нашли свободного, поэтому поляков можно смело отнести к путешественникам, причем к очень активным, потому что они наравне с немцами реально много путешествуют. Ближе к обеду мы поменяли локацию и перебрались в тень, потому что планируем находиться на пляже полный день. И у нас вот здесь пахнет шишками. И не только. Еще один интересный факт по поводу Балтийского моря. В него впадает 250 рек в совокупности, и оно по соли менее соленее, чем Азовская даже. Вот такая вот. Менее соленая, моя помощница подсказывает. Этот сосновый бор очень сильно напоминает мне Голубые озера. Да-да, те самые Голубые озера, о которых я неоднократно говорил. Так вот, наверное, пора вызывать пояснительную бригаду. Дело в том, что недалеко от моего дома, да, от моей родины, были у нас Голубые озера и прекрасный сосновый бор, куда мы на выходных часто с моими друзьями выезжали с палатками, с ночевками. Это были замечательные времена, которые надолго остались в нашей памяти. Поэтому передаю привет для тех, кто был там, кто знает. Ну, в принципе, здесь локация очень схожая. Сосновый бор. Ну, вместо озер только море. Круто. Can't be right, yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody. Это все рестики. Здесь без проблем покушать. Цены достаточно приемлемые. Забегай не хочу. Так, мы решили покушать и выбрали место, не знаю, по принципу, где побольше людей, там и вкуснее, наверное. Поэтому, наверное, сейчас попробуем все и все расскажу, покажу.
В общем, принесли нам заказ, и выглядит это вот так. Рыбка с картошкой и с овощами. Ну, сейчас будем пробовать. Дальше расскажу. Что могу сказать? Рыбка очень сочная получилась. У нас кандала. Достаточно во фритюре выжаренная. С лимонным соком. Ну и фирменные польские заманухи. Капуста квашеная, капуста вяленая, капуста свежая. Морковка, правда, сладковатая. Так в целом все супер. Ужин нам обошелся в 70 злотых. Это вместе с соком помаранчевым. Это в переводе порядка 18 евро. Достаточно демократично. Ну и вкусно, конечно. Не знаю, принято тут так или нет, но очень много людей на море пришло вечером, наверное, посмотреть закат. Это достаточно красиво, сейчас покажу. Ну, по моему лицу уже видно, да, отражение. Life goes on and 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 on. On and 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 on. On and 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 on. On and 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 on. В принципе, подходит к концу наше такое однодневное, можно сказать, путешествие. Еще раз хочу показать закат. Он очень красивый, алый такой. Explaining as these seasons keep on changing, life goes on and on and on and on.